Всем привет! Я Олечка, и вы на канале На Даче Жить. И сегодня я вам расскажу, как я укладывала плитку на пол. И мой главный совет: под укладку плитки заливайте пол финишным равнителем, и будет вам счастье! В котельной же я сначала залила стяжку, и сразу же на нее я положила плитку, и это было гораздо тяжелее. В общем, качество получилось гораздо хуже, даже правила ходят ходуном. Качельки. Зато где я не положу правила здесь, везде идеально. В мастерской же я залила пол финишным равнителем, и укладка плитки была мне в радость. Плитку же укладывайте аккуратно и сразу убирайте весь клей, который попал на лицевую поверхность плитки, а также убирайте клей с той стороны, где вы не будете укладывать плитку. Его убрать мягким гораздо проще, чем когда он уже затвердеет. Спланируйте свою работу так, чтобы вы могли выйти из помещения после окончания работы, и чтобы на следующий день у вас осталось только немножко подрезки плитки. Далее начинаем укладывать два ряда плитки по видовой стене. Для этого проведите лазером параллельную прямую к стене, чтобы не ошибиться с углом, а также не сдвинуть стыки плитки. Если вы ошибетесь даже на 5 мм, вся раскладка плитки у вас съедет, и вам придется долго выравнивать этот перепад крестиками за счет стыков. Для работы лучше брать гребенку 10 или 8 мм, наносим клей на максимально доступную поверхность и укладываем плитку. Сначала укладывайте плитку впритык к другим плиткам, которые уже стоят, а далее придавливайте ее и отодвигайте, чтобы вставить крестики. Таким образом клей у вас не будет выдавливаться наружу. Если же у вас плитка разного размера, что довольно часто встречается, то берите крестики большого размера 2 мм. Таким образом вы сможете сыграть на плитке за счет стыков.
Еще один важный момент, это то, что когда вы уходите в бок от основного ряда, то нужно идти минимум в 2 ряда, чтобы не скосить основной шов. Пойдете в один, обязательно собьете весь ход плитки. Если соблюдать эти основные принципы и рассчитать ход работы, то за один день в небольшом помещении вы можете сделать большую часть работы, а на следующий день уже вам останется только несколько плиточек подрезать и доклеить, как это было у меня. Итак, на следующий день я занялась подрезом плитки. Для этого у меня есть супер плиткорез, который мне посоветовали мои подписчики. Я его совсем недавно приобрела, и радости нет предела. Она не сравнится с болгаркой. От него нет никакой пыли, просто вжик, вжик и готово. Не то, что когда у меня не было плиткореза, я замучилась резать плитку болгаркой. Куча пыли, да и долго это все. Следите за тем, чтобы в швах не было клея. Если же клей там есть, то сдвиньте плитку впритык к другой плитке, клей весь выдавится наружу, уберите его, сдвиньте обратно и вставьте крестики. Болгарку используем только для сложных подрезов. В идеале, конечно, использовать водяной электрический плиткорез. Но если вы делаете только для себя, то это совсем не рентабельно. Но если же вы хотите на этом зарабатывать, то без этого никуда. Итак, плиточка готова, осталось только затереть. А затерки я сниму отдельно видео, там есть свои небольшие нюансы. Хочу отметить еще несколько очень важных моментов. Когда вы покупаете плитку от разных производителей и даже если из разных коллекций, то скорее всего у них будет разница на несколько миллиметров. Для плитки это нормально, но укладывая ее в помещение, это может сыграть с вами злую шутку. В конце укладки стыки могут не сойтись на сантиметр и даже более. Вариант только один – играть за счет стыков и брать крестики большего размера. А второй вариант уже для профессионалов – покупать плиткорез водяной и электрический, но это очень дорого. А для обычного набора нам понадобится плиткорез ручной и болгарка с алмазным диском. Сегментные турбированные диски нам не подойдут, так как будет на плитке очень много сколов. А также болгарка пригодится для П и Г образных резов. По материалу у меня ушло 200 крестиков, совсем немножко грунтовки, 2 мешка клея, перчатки убитые, но эти еще ничего, у меня просто другие еще есть. Остальное я не считаю, это у меня уже было. Также без плиткореза и болгарки вам не обойтись. Без инструмента у меня ушло примерно на 1000 рублей. Я купила плиткорез за 7.
Я же теперь блогер, не знаю, что мне ждет впереди, так что я думаю, он мне еще пригодится. Диск алмазный, примерно 750 рублей. Если вы будете покупать плиткорез, то советую брать от 3000 рублей. Итого потребуется на 18 метров квадратных от 6000 рублей. И это все равно гораздо дешевле, если же нанимать работников. В моем регионе укладка плитки без подготовительной работы стоит 800 рублей, это примерно какой-нибудь гастарбайтер придет. В нормальной же компании стоит от 1000 до 1200. То есть на мои 18 метров квадратных без подготовки работы только укладка плитки это 20 тысяч рублей. Представьте. Но у меня помещение маленькое, ехать далеко, с подготовкой работы уйдет примерно 30 тысяч рублей. Я это сделала за 2 дня, то есть я заработала 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей за 1 день. Хотите так же? Но вы же будете делать для себя и старайтесь. Мне, например, нравится мой результат. Если бы здесь работал какой-нибудь гастарбайтер, думаю, что было бы страшно на это смотреть, и душа бы моя не выдержала, и я бы все переделала. Поэтому работайте своими руками и зарабатывайте на этом. Плитка это очень обширная тема, я обязательно к ней вернусь как-нибудь в дальнейшем. В любом случае укладывать плитку мне понравилось, это просто, тем более работать плиткорезом. Вжик, вжик и готово. И помните, что вы можете помочь каналу морально и материально. Не бойтесь ручного труда и будете зарабатывать по 15 тысяч в день. Пока-пока! Дорогие подписчики, обращаюсь к вам. Я не рекламирую никакие товары. Могу говорить просто клей. Это не хлеб. Просто клей, просто ведро, просто грунтовка. Если бы я рекламировала товар, то это выглядело бы так. Карандаш. Такой обтекаемой формы. И вот так удобно держать в руке. Посмотрите, какой карандаш. Ссылка в описании. Но я же так не делаю. Я просто рассказываю о тех вещах, которыми пользуюсь сама и которые мне нравятся. Что покупать вам, это ваше дело. Нравится вам другой инструмент, берите другой. Мне понравился этот плиткорез. Были ваши советы. Я к ним прислушалась, почитала отзывы еще в интернете, купила его. Вы можете приобрести любой другой.